Хочу вам рассказать одну историю, которая случилась с нами, когда мы еще в том году строили избушку нашу. Вот, что-то я так как-то вспомнил этот момент, думаю вам поделиться. Ну, начиналось с того, что мы заготовили бревен для избы, пришло время рубить сруб, и встал вопрос такой: кто нам объяснит, расскажет, как это все делать, потому что у нас опыта вообще не было на тот момент. Отец у меня позвал знакомого, старого плотника. Ну все, мы приехали, выставили первых 2 бревна на основание. У нас же, как у русского народа, пока не выпьешь, дело не пойдет, работа не пойдет, не будет все получаться. Ну еще вот плотник этот выпил маленько, все, пошли дальше работать. Все, бревна выставляем, диагонали меряем. Вот. И это, такой говорит: закусить надо. Я такой про себя думаю, как бы, в смысле, говорю, как бы вроде недавно выпил. Че, говорю, думаю, как бы, пить что ли будем тут? И такой не выдерживаю, ему говорю: в смысле, говорю, в смысле закусить? Он такой: так закусить. Я такой смотрю на него таким лицом, типа непонятно, что такое имеет в виду. Да закусить. Говорит, под бревно надо положить верхнее, чтобы оно не крутилось. И вот он достает такой отпилыш от бревна и подкладывает его под бревно. Закусить, вот, говорит, ведь бревно, чтобы не крутилось. И в тот момент меня осенило, что это означает закусить. Вот мы тоже сейчас закусываем, чтобы бревно не крутилось. Вот такая вот интересная история. Слово такое, конечно, было первый раз для нас. Такое необычное. Но вот есть место быть такому слову: закусить бревно. Убираешь, оно, считай, вот катается. Закусил, бревно на месте. Бревно не крутится, и все, размечаешь как надо. Все. Очень большой резонанс вызвал туалет, который мы делаем из бревен, кладем на мох. Как-то поделились мнения, кому-то нравится, кому-то не нравится, что мы здесь вытворяем. И, наверное, какие-то мысли проскальзывают у многих, что мы тут не знаем, куда деньги сунуть, и, короче, бесимся. На самом деле все это не так. Делаем мы с любовью, делаем мы тщательно. Поэтому весь вид, который получается, вообще все получается дорого. На самом деле все это не так. Все построено из подручных средств. Денег у нас нет. Берем, пользуемся, все, что есть под рукой. Все от природы. Егор работает на заводе. Сами знаете, как на заводе платят в России. Я предприниматель, и как бы такой бизнес автомобилями. Их очень много, и дохода там тоже нету. Чё-то все-таки с размером туалета маленечко перебор. Мы когда начинали, так прикинули, вроде нормально. Такое помещение. Что сейчас начали делать, да что-то слишком много мест. Но зато есть где развернуться. Так вот, что заходишь. Тут у нас центр. Ступчак будет. Такое еще пространство. Чуть-чуть переборщили. Но ничего.
себя. На меня чуть-чуть. Заканчиваем мы. Столько мусора здесь. Сейчас будем делать фронтоны. Правильно, нет? Ну, фронтоны, да. Крышу. Ну, в общем, вот будем сейчас уже здесь класть. И здесь. Потом у нас такой будет скат здесь. Да, отвлеклись еще маленько. Пчелы рой вышел. Вон на ту елку, на самую макушку. Еще там время потеряли. А помогает нам во всем этом такой бензогенератор. Уже второй сезон он работает и помогает нам строиться. Давайте перейдем в e-каталог и подберем бензогенератор. На главной странице в поиске прописываем бензогенераторы, нажимаем «Найти». В данном разделе давайте выставим все необходимые параметры. Пускай бензогенератор будет до 10 тысяч рублей, 220 вольт, 1 киловатта будет достаточно, то есть для избы это включить свет, зарядить гаджеты, одна розетка, ручной стартер. Выход на 12 вольт тоже удобно. Нажимаем «Показать». Давайте сразу же сделаем от дешевых к дорогим. Вот это все, что подходит нам в данной ценовой категории с данными параметрами. А если вам понравилось несколько бензогенераторов, их можно сравнить и выбрать, который вам подойдет. Ссылочки на раздел оставлю в описании. А мы продолжаем работать. Будем делать сейчас верхние ряды. Будем закреплять, так как уже у нас будет только эта стена и та стена. Здесь стены не будет. Будет как теремок крыши. Чтобы у нас бревна не разъехались, будем крепить их. Будем сверлить вот таким сверлом. Насколько он? 32, наверное. Не знаю сколько. В самом деле 400 длиной. На самом деле уходит очень много времени. Я иногда порой так задумываюсь, что зря мы это затеяли. Но ничего, руки боятся. Как бы не намотал. Точнее, глаза боятся, руки делают. Растягивается серия про туалет. Конечно же, туалет не щитовой, туалет из бревен, а это не все так быстро. Ну ничего, движемся к заключению, к концу. Ну, мне нравится, на самом деле, и мастерство оттачивается здесь, сруб маленький, то есть можно хорошо научиться. Берешь одну сторону, два паза, продольный паз, и уже там начинаешь понимать, где ты что не так сделал, и уже в следующий раз не делаешь так, и уже потихоньку рука набивается. Края мы не будем равнять, так и они останутся как бы в таком стиле, в диком стиле, когда хаотично так все. Мох все потом подконопатим, где-то срежем. И здесь вообще у нас отлично, уютненько будет. Надеюсь, вы оцените нас лайком. Будем пробовать сверлить. Главное, ладом не накрутись. В другую сторону.
дерево прелое. Забило. Деревья мы используем упавшие исключительно после ветровала и вообще там, не знаю, от старости дерева падает, поэтому вот не все не идеальные. Ну все, мы забили по 4 нагеля. А мы по 4 будем забивать, да, сейчас? Ну, дальше по 3, наверное. По 3. То есть 3 на бревно, да? 3 на 4. Ага. Да, в шахматном порядке в следующий раз будем. Пока 4 нагеля. То есть конструкция очень крепкая. Чем-то напомнила, когда мы делали станцию под бензогенератор. Забивали туда гвозди на 400. И вот здесь также. На все про все ушло у нас 2 дня. Как вы помните, было здесь всего 2 ряда. И за 2 дня мы сделали, получается, 4 ряда. Еще останется, наверное, где-то 5 рядов. То есть 5 бревен. Ну, 4-5, не знаю, как там пойдет. И на эту сторону. Вот. То есть вот я встаю, мне нужно будет поднять еще, наверное, примерно на высоту моего роста. Все. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь, комментируйте. Мы поехали домой. Всем пока. Всем пока. У нас рой на елке, на самой макушке. Вот эта елка. Сколько она, метров 25, да, где-то? 25, 30, может, не больше. Да. У нас ЧП. Рой вылетел из этого улья и привился почти на самую макушку елки. Елка это метров 25-30. Что?
Сейчас пробуем вызволять их оттуда. Такая ситуация. Вот чтоб вы представляли, я на елке, и вот видно избу нашу на таком уровне. Там пчелы. Там Валерий где-то не видно. Фу. Я весь потел. Глажу сейчас. Спиливаю сучки старые с той стороны, чтобы рынник можно было спускать без всяких зацепов об сучки. Вот. Там Валерик. Че, Валер, получается? Ага. Идут? Ну, Ладно, все отлично, значит. Все, рой на земле. Поднялся я по лесенке, помог спустить. И вот он такой. Он такой небольшой. Сейчас пойду занесу его в амшанник. Пускай там отстывает. Первый в этом сезоне